План Баруха. План Баруха был планом, предложенным Соединенными Штатами Организации Объединенных Наций по постепенной передаче права владения американским ядерным оружием Комиссии ООН и ограничению распространения ядерного оружия. Бернард Барух написал основную часть плана, основываясь на отчете Ачисона Лилиенталя или докладе о международном контроле над атомной энергией за март 1946 года. Немного поясняю, Соединенные Штаты, Великобритания и Канада призвали к созданию международного органа по регулированию использования атомной энергии, и президент Гарри Трумэн обратился к заместителю госсекретаря Дину Ачисону и Дэвиду Лилиенталю, чтобы составить план. Советский Союз, опасаясь, что этот план сохранит американскую ядерную монополию, в декабре 1946 года отказался поддержать в Совете Безопасности ООН версию плана Баруха. Провал плана привел к началу гонки вооружений во время Холодной войны. Он знаменовал собой первое поражение попытки наднационального контроля над военной ядерной мощью. Несколько последующих попыток будут направлены на интернационализацию контроля над ядерным оружием. В 1953 году президент Дуайт Дэвид Эйзенхауэр предложил план «Атом для мира» по созданию международного сотрудничества в ядерной сфере под эгидой Организации Объединенных Наций. Эта инициатива привела в 1957 году к созданию Международного агентства по атомной энергии. В 1967 году был подписан договор о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с этим планом США согласились вывести из эксплуатации все свое атомное оружие и передать ядерные технологии при условии, что все другие страны обязуются не производить атомное оружие и согласятся на адекватную систему инспекций, включая мониторинг, полицейскую деятельность и санкции. В плане также предлагалось интернационализировать ядерную энергетику с помощью Международного органа по атомному развитию, который обладал бы монополией на добычу урана и тория, владение материалами, а также строительство и эксплуатацию атомных станций, впрочем, и не только. Эти полномочия были бы возложены на Комиссию Организации Объединенных Наций по атомной энергии. Вкратце, план предусматривал следующее: распространить на все страны основные научные знания по мирному использованию ядерной энергии, осуществлять контроль над ядерной энергетикой в той мере, в какой это необходимо для обеспечения ее использования только в мирных целях, исключить атомные бомбы и другое оружие массового поражения из всех национальных вооружений и установить эффективные гарантии посредством инспекции других мер для защиты государства от опасности нарушений. Представляя свой план Организации Объединенных Наций, Барух заявил: «Мы здесь для того, чтобы сделать выбор. За мрачным предзнаменованием нового атомного века скрывается надежда, которая, если за нее ухватиться с верой, может привести к нашему спасению. Если мы потерпим неудачу, значит, мы обрекли каждого человека быть рабом страха. Давайте не будем обманывать себя. Мы должны выбрать либо мир во всем мире, или выбрать разрушение мира». Советский Союз отверг план Баруха и выдвинул встречное предложение на том основании, что в Организации Объединенных Наций доминируют Соединенные Штаты и их союзники в Западной Европе, и поэтому им нельзя доверять беспристрастное осуществление контроля над атомным оружием. Китай, член Совета Безопасности ООН, обладавший правом вето, в то время поддерживал США. В своем контрпредложении Советский Союз настаивал на том, чтобы США сначала уничтожили свое собственное ядерное оружие, прежде чем рассматривать какие-либо предложения о системе контроля и инспекций. Хотя Советы проявили дальнейший интерес к вопросу контроля над вооружениями после того, как они стали ядерной державой в 1949 году, и особенно после смерти Иосифа Сталина в 1953 году, вопрос о том, чтобы Советский Союз подвергся международной инспекции, всегда был сложным, из-за чего многие попытки контроля над ядерными вооружениями зашли в тупик. Важно отметить, что план Баруха предполагал, что ни один из постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций не сможет наложить вето на решение о наказании виновных.
Из-за трудностей с мониторингом и охраной порядка, а также из-за стремления Иосифа Сталина разработать атомное оружие, хотя переговоры по плану Баруха и советскому контрпредложению продолжались до 1948 года, этот план не был серьезно продвинут. На протяжении всех переговоров СССР ускорял разработку собственного проекта создания атомной бомбы, а Соединенные Штаты продолжали разработку и производство собственного оружия. После провала этого плана обе страны приступили к ускоренным программам разработки оружия, инноваций, производства, испытаний в рамках общей гонки ядерных вооружений времен Холодной войны. Бертранд Рассел настаивал на контроле над ядерным оружием в 1940-х и начале 1950-х годов, чтобы избежать вероятности всеобщей ядерной войны, и поначалу почувствовал надежду, когда было выдвинуто предложение Баруха. В конце 1948 года он предположил, что средством защиты могла бы стать угроза со стороны Соединенных Штатов против России с целью навязать ей ядерное разоружение. Позже он был менее высокого мнения о предложении Баруха, поскольку Конгресс настаивал на включении положений, которые, как было известно, русские не примут. В своей книге 1961 года «Есть ли у человека будущее» Рассел описал план Баруха следующим образом. Правительство Соединенных Штатов предприняло попытку воплотить в жизнь некоторые идеи, предложенные учеными в 1946 году. Оно представило миру план Баруха, который обладал очень большими достоинствами, продемонстрировал значительную щедрость, если вспомнить, что США обладали нерушимой ядерной монополией. К сожалению, в предложении Баруха были некоторые особенности, которые Россия сочла неприемлемыми, как, впрочем, и следовало ожидать. Это была сталинская Россия, преисполненная гордости за победу над Германией, с подозрением не без оснований, относившаяся к западным державам и осознававшая, что в Организации Объединенных Наций она почти всегда может оказаться в меньшинстве. Многие ученые задавались вопросом, был ли план Баруха законной попыткой добиться глобального сотрудничества в области ядерного контроля. План Баруха часто упоминается как поворотный момент в истории по пересмотру контроля над ядерными вооружениями. В работе шведского философа Ника Бострома «Искусственный интеллект. Этапы угрозы стратегии», опубликованной в 2014 году, он привел план Баруха в качестве аргумента в пользу того, что будущая держава, обладающая искусственным интеллектом и получившая достаточное стратегическое преимущество, будет использовать его для создания благоприятной формы глобального единства.